Слушай, вот обычно, когда мы думаем о программистах и психотерапевтах, ну, кажется, что это люди вообще с разных планет. О, да, абсолютно разные миры. Да. С одной стороны, у нас, ну, такая жесткая логика, алгоритмы, сухой машинный код. А с другой — человеческие эмоции. Хрупкие, иррациональные, суперсложные. И кажется, что их невозможно пересечь. Вот именно. Но сегодня мы разбираем материалы, которые как бы доказывают обратное. Человеческая психика и программный код имеют пугающе много общего. Угу. Мы сегодня делаем подробный разбор статьи одного разработчика с Хабра. Он там описывает историю создания своего приложения. Оно называется «Холос». Ну, еще мы посмотрели видеодемонстрацию интерфейса. И знаешь, что здесь действительно захватывает, так это сама искра создания, отправная точка. Расскажи. Продукт ведь родился не из какого-то абстрактного желания типа «О, давайте-ка сделаем еще один стартап и срубим денег». Ну да, как сейчас модно. Да. Нет, все началось с наблюдения за рутиной. Разработчик просто видел, как его жена, она, начинающий психолог, пытается анализировать свои долгие клиентские сессии. А анализировать такой вот глубокий человеческий разговор — это же просто ад. Это как собирать огромный пазл на 1000 деталей, где, ну, картинка меняется каждые 10 секунд. Точное сравнение, да. Слова произносятся, тут же растворяются, эмоции наслаиваются. И что делает специалист в этот момент? Ну, берет бумажный блокнот. Да. Блокнот и какие-то разрозненные файлы в Google Docs пытается удержать весь этот хаос в голове. И в результате возникает вот эта фундаментальная проблема — потери контекста. Угу. Когда терапевт опирается только на свои линейные записи, которые он там быстро набросал во время беседы, огромный пласт информации просто вылетает. Ну, потому что невозможно все записать. Конечно. Человеческий мозг, он физически не способен одновременно активно слушать, выдавать эмпатию, считывать невербалику и еще, значит, детально протоколировать все логические цепочки. Это перегруз системы. Абсолютно. И из-за этого страдает этап рефлексии. Возникает так называемый эффект белого листа. О, знакомая штука. Да, перед специалистом чат записанного разговора, и он сидит такой, а с чего вообще начать? За какую ниточку потянуть? И вот именно наблюдение за этой борьбой с белым листом и привело автора к инсайту. Он посмотрел на методы когнитивно-поведенческой терапии, ну, КПТ, Угу. и увидел в них прямую аналогию с программированием. То есть, если так вдуматься, суть работы терапевта в этом подходе реально напоминает работу человека, который проверяет чужой код. В IT это называется cold review. И эта метафора, она работает на очень глубоком уровне, если честно. Давай разберем это. Как это выглядит? Ну смотри, что такое наши когнитивные искажения? Грубо говоря, это баги в логике. Баги? Да. Например, у человека есть установка «если я совершу ошибку, от меня все отвернутся». Угу. В терминах программирования это классическое условие if-then. Если, то это. И оно приводит к сбою всей системы при малейшем стрессе. Слушай, круто. А еще ведь в статье упоминается то, что программисты называют легаси-кодом. О, да, устаревшее наследие. Да-да, то есть какая-то защитная реакция психики сформировалась очень давно, ну, например, в детстве. Когда это было критически важно для выживания. Именно. Тогда этот код система реально спас. Но сейчас человек вырос, условия вообще другие, а старый алгоритм продолжает запускаться на фоне. И выдает ошибки. Конфликты на работе, в семье. Да. И задача психолога не стереть личность и написать с нуля, а сделать аккуратный рефакторинг. Угу. Помочь клиенту найти этот старый код, понять, что он больше не тянет, и создать новые паттерны. Но программисты же не пишут сложный софт в обычном блокноте на винде. Боже упаси, нет. Они используют IDE, это интегрированные среды разработки, с подсветкой синтаксиса, навигации, вот этим всем. И разработчик решил создать такую IDE специально для психолога. Визуализированное рабочее пространство. Да, чтобы разложить хаос общения на четкую структуру. Но, слушай, у меня тут возникает такой естественный скепсис. Давай. Психика — это же не машина, не железяка. Разве это не слишком механистично пытаться, алгоритмизировать человеческую боль, травмы? Это очень правильный вопрос, и, знаешь, автор статьи эту грань прекрасно понимает. Там был какой-то дисклеймер? Да, прям очень важный дисклеймер. Он пишет, что
Эмпатию, теплоту, интуицию — все это невозможно свести к коду. Ну, слава богу. Да, цель инструмента вообще не в том, чтобы заменить человека машиной, и не должен анализировать душу. А в чем тогда? Цель — снять когнитивную нагрузку с самого терапевта, разгрузить его оперативную память, чтобы во время сессии он был с человеком на 100%, а не пытался судорожно вспомнить, что там клиент сказал на 20-й минуте. Мгм. То есть программа берет на себя рутину. Но тут возникает другой вопрос. И вот здесь начинается самое интересное, как по мне. Так, Если задача помочь специалисту во время сессии, почему бы не сделать, умный наушник? и суфлер. Ну да, нейросеть слушает диалог в реальном времени и такая шепчет в ухо: «Эй, клиент сейчас в защитной позиции, обрати внимание на тон». Или спроси его про отношения с отцом. Угу. Казалось бы, мы живем в эпоху нейросетей, чат-GPT. Это самый логичный и трендовый шаг, но разработчик прям категорически от этого отказывается. И этот отказ от режима реального времени — это, наверное, самое показательное решение во всей архитектуре Холос. Почему? Он пошел по пути так называемой оффлайн-рефлексии. Причина кроется в профессиональной безопасности и этике. И суфлер создает колоссальный риск. Риск иллюзии компетентности. Иллюзия компетентности. Это когда, нам кажется, что мы что-то знаем, а по факту мы просто умеем быстро гуглить. Совершенно верно. Мы путаем доступ к информации со знаниями. В статье есть шикарный пример из самого IT-мира, где это уже стало огромной проблемой. Про собеседование. Да. Кандидаты проходят сложные технические интервью, используя скрытые экраны с нейросетями. Да-да, я читал про это. ИИ слушает вопрос интервьюера и прям сразу генерит идеальный код. А кандидат его просто зачитывают с умным видом. Вот. И для IT это, конечно, обман, и такой человек потом просто завалит реальный проект. Но в психотерапии цена этой маски в 1000 раз выше. Потому что нельзя имитировать эмпатию перед человеком, у которого кризис. Именно. Одно дело сгенерировать ответ про базу данных, а другое — зачитывать сгенерированные машиной слова сочувствия. Это же просто обесценивает весь процесс терапии. Это поднимает важнейший вопрос этики. Знания ценны только когда они усвоены человеком. Угу. Постанализ, вот эта оффлайн-рефлексия, она заставляет специалиста пропустить информацию через себя. Инструмент должен замедлять процесс анализа, а не ускорять его бездумно. Центр ответственности остается за человеком. А ИИ, просто умный ассистент, который готовит почву. Так, давайте посмотрим, как эта анатомия Холос работает на практике. Давай. Раз мы отказались от умного наушника, нам нужен инструмент для очень удобного разбора постфактум. И вот демо-видео интерфейса все очень наглядно показывает. Напоминает работу режиссера видеомонтажа, правда? Да, 100%. Только вместо кадров у нас смыслы. Все начинается с создания сессии, загружаем туда аудио или видео. И вот тут важный момент. Первый шаг — транскрибация — работает с упором на радикальную приватность. О, это критически важно. Мы ведь как привыкли. Чтобы перевести голос в текст, нужно закинуть файл в какое-то облако на сервера корпораций. В какой-нибудь Google или Яндекс. А тут транскрибация идет полностью локально. Ты запускаешь программу в первый раз, она скачивает языковую модель прямо тебе на комп, и все. То есть интернет потом вообще можно отключить. Именно. Компьютер становится таким цифровым сейфом. Если это записи пациентов или, коммерческая тайна с бизнес-встречи, гарантия того, что звук не улетает с твоего жесткого диска, это просто киллер-фича. Данные не кормят чужие нейросети. Это действительно снимает огромную головную боль у специалистов. И вот текст сгенерировался. Дальше в игру вступает интерфейс. Потому что читать голую простыню текста — это боль. Абсолютно бесполезно. Поэтому система делает диализацию. Это разбивка по спикерам, да? Да, разделение реплик. Но так как ИИ не идеален, он иногда путает голоса. И тут интерфейс раскрывается на полную. Я обратил внимание на видео, как там легко исправлять эти ошибки ИИ. Не нужно выделять текст мышкой, нажимать Ctrl-C, стирать, вставлять в другой абзац. Угу. Там буквально пара нажатий на клавиатуре, и реплика сама перепрыгивает в колонку нужного человека.
И вот если мы подключим это к более широкой картине работы мозга, эти микровзаимодействия решают все. Почему? Из-за когнитивного сопротивления. Представь, человек анализирует часовой сложный диалог. Мозг в состоянии потока. Префронтальная кора напряжена, держит нити разговора, Так. и любое лишнее действие — потянуться за мышкой, открыть выпадающее меню, скопировать тайм-код — это микропрервание. То есть мозг выпадает из контекста. Да, и переключается на механику интерфейса. Это ведет к дикой усталости. Блин, логично. И именно поэтому там сделана такая крутая система цветового кодирования. Заметки зеленого, желтого и красного цвета. Да-да. Ты просто читаешь текст, нажимаешь Tab на клавиатуре, и бам, на таймлайне появляется цветная кликабельная метка. В один клик. Тебе не нужно заводить отдельный вордовский док, выписывать руками типа «Так, на 25-й минуте он сказал про страх». Снижение когнитивного трения до нуля. Плюс там встроенный переводчик. Можно использовать API-ключи от Google Gemini или ChatGPT, а можно локальные модели подключить. И тогда переводить можно вообще бесплатно, не считая эти дурацкие токены. Да. А потом все это экспортируется в текст или в SRT-субтитры с тайм-кодами. Красота. Но, знаешь, одно дело красивая теория и гладкий интерфейс на компьютере самого разработчика. А другое — реальный мир. Вот именно. Выдержало ли приложение проверку боем? В статье есть отличный кусок про первого реального пользователя. Это была коллега его жены. Да, у нее была задача прям максимального уровня ответственности. Ей нужно было пройти международную сертификацию, да? В каком-то западном университете. Ага. И там обязательный этап — это супервизия. То есть ей нужно было предоставить опытному наставнику прям точную поминутную расшифровку своей сессии с клиентом. Ого, это же адская работа. Вот именно. То есть, раньше это была просто механическая пытка. Сначала ты грузишь аудио в какой-то левый сервис для базового текста, потом часами сидишь в редакторе, слушаешь запись снова и снова, вручную отделяешь, где клиент говорит, где ты, проставляешь имена, тайм-коды. А потом еще и переводишь все это на английский для профессора. По ролям. Да, это огромная трата когнитивного ресурса, но тупую техническую работу. Специалист превращается в наборщик текста. И как ей помог Холос? Он превратил эти часы рутины буквально в минуты. Она прогнала сессию через программу, быстро раскидала реплики кнопками и выгрузила готовый результат. Вау. И вот тут после этого успеха у проекта случился неизбежный пивот. Смена позиционирования. Да. Автор понял, что если позиционировать приложение только как штуку для психологов, это прям искусственно сужает рамки. Конечно, потому что хаос неструктурированного разговора — это проблемы не только терапии. Абсолютно. Возьмем журналиста после двухчасового интервью. Ему тоже нужно найти одну конкретную цитату. Или менеджера после стратегического созвона с командой. Да, сидишь и думаешь, а что мы вообще там решили? И тоже ловишь этот эффект белого листа при попытке написать фоллоуап. Студенты, исследователи, документалисты — все работают с одним материалом, с потоком звука. И поэтому теперь Холос позиционируется как нейтральный инструмент для любых, как он это назвал, разговорных медиа. ИИ никого не лечит. Да, он просто превращает звук в данные, в твердый текст, который можно редактировать. И, кстати, интересно посмотреть на технический путь, как это все развивалось. Там же сначала был Python, верно? Да, первый прототип был на питоне с интерфейсом на Tkinter. Но это классика для проверки гипотез. Собрать по-быстрому на коленке. И для коротких текстов оно работало, но как только пошли реальные часовые транскрипты, все начало жутко тормозить. Логично. Python — интерпретируемый язык. Да, каждый раз комп читает инструкцию через переводчика. А интерфейс — это же тысячи элементов. Теги, таймлайны, блоки, которые надо плавно скроллить. И что он сделал? Радикальный шаг. Переписал все с нуля на Swift. О, родной язык Apple. Именно. Он компилируется напрямую в машинный код, общается с процессором без посредников. В итоге даже тяжелый текст на пару часов летает, как обычная страничка в браузере. Здорово. Насколько я знаю, сейчас проект в стадии открытой 90-дневной беты. Собирает фидбэк. Да. И, подводя итог, знаешь, мы видим тут крутую закономерность. Лучшие технологии не пытаются заменить человека. Они создают для него удобную среду, вот эту самую IDE. Где хаос мыслей обретает структуру. Точно. И напоследок я хочу закинуть одну финальную мысль.
В статье упоминался вот этот контроль версий, чтобы отслеживать прогресс психотерапии от сессии к сессии. Угу. Как в IT. Отслеживают изменения в коде. Типа, что было неделю назад? Да. А что, если применить этот подход к нашей обычной повседневной жизни? В смысле? Ну, если бы у всех нас была такая история версий наших споров или глубоких разговоров с близкими. Аго. Вот представьте, детальная карта того, как трансформируются ваши аргументы в семье. Сделало бы это нас более чуткими собеседниками. Помогло бы увидеть свои собственные баги в поведении. Или наоборот, превратила бы нашу личную жизнь в какой-то холодный процесс поиска программных ошибок у партнера. Вот, где граница, за которой структура начинает убивать живую искру отношений? Тут есть над чем задуматься всем нам после того, как этот выпуск закончится. Очень сильная мысль. На этом наше исследование подошло к концу. Спасибо, что погружались в эту тему вместе с нами. До новых встреч!